Всем привет, друзья! Сегодня в этом видео я хотел бы поделиться несколькими полезными хитростями с домохозяйками. Надеюсь, что видео вам понравится и окажется для вас полезным. Итак, совет номер один. Как в стеклянном бутыльке легко открыть вот эту вот маленькую плотную пластмассовую крышечку. Для этого необходимо верхнюю крышку открыть до середины и потянуть ее резко в бок. Вместе с ней откроется и сама вот эта крышечка. Сейчас я вам продемонстрирую. Сначала закрыть, а потом немножко приоткрыть. И резко в бок. Все очень делается легко и просто. Я недавно узнал об этом способе и остался доволен. Для того, чтобы приготовить вкусную начинку для беляшей, чебуреков, необходимо сделать следующее. На 1 кг фарша я добавляю 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку тертого на мелко тертой корня сельдерея. Фарш получается изумительно сочный и очень вкусный. Попробуйте, вы точно не пожалеете. Совет номер 3. Для того, чтобы сэкономить на дорогих освежителях воздуха для туалетной комнаты, я делаю следующее. Беру рулон туалетной бумаги и добавляю в него вот прямо сюда вот сверху несколько капель эфирного масла. Несколько капель добавляю на рулон туалетной бумаги и все. И вот так вот просто, ароматно и бюджетно. Попробуйте. Следующий совет пригодится тем, кто решил сделать генеральную уборку в спальной комнате. Хочу вам рассказать о средстве, которое отлично продезинфицирует матрас, избавит его от клещей и паразитов. Для этого необходимо взять бутылку с пульверизатором, добавить в нее 500 мл воды, затем добавляем водку либо спирт. Добавляем где-то примерно от 50 до 100 мл. И для того, чтобы не было запаха спирта, добавляем эфирное масло. Дальше хорошенько нужно средство распределить по матрасу, дать ему немного высохнуть, и можно быть на 100% уверенным, что в вашем матрасе нет никаких клещей и паразитов. Следующий совет. Берем абсолютно чистый носок, такой вот беленький, и сейчас замараем его немного губной помадой. И также еще обычной шариковой ручкой порисую здесь немного. И для того, чтобы удалить такие сложные пятна, необходимо взять обычный лак для волос. У меня такой вот вариант. Обычный, самый дешевый. И сейчас этим лаком я набрызгаю на пятна. Через 10 минут беру теплую воду, наношу хозяйственное, либо любое жидкое мыло, либо средство для мытья посуды, либо порошок и хорошенько стираю. Смотрите, вот такой вот белоснежный носочек. Ни следов помады, ни следов ручки. Все хорошо удалилось. Это самый эффективный способ для удаления таких сложных пятен. Если не пробовали, то обязательно попробуйте. Если вам нужно очень быстро заточить ножницы, то возьмите фольгу, сложите ее в несколько раз и порежьте ножницами саму фольгу. Ножницы станут гораздо острее. Для того, чтобы за ночь убрать неприятный запах в обуви, возьмите бумагу, положите в нее обычную пищевую соду, сверните и эту бумагу положите в обувь. Оставьте на ночь, и утром весь неприятный запах в обуви уйдет. И мне кажется, сода лучше всего собирает неприятные запахи. Обязательно попробуйте. Это 100% работает. И мы знаем, что снять скорлупу со свежих яиц не всегда просто. Я решил эту проблему довольно легко. Берем яйца, кладем их в воду, ставим кастрюлю на огонь, и как только вода закипит, в кипящую воду добавляем 1 чайную ложку обычной пищевой соды. И готовим, варим до готовности. После такой процедуры яйца чистятся элементарно просто. Попробуйте. Если у вас под руками не оказалось антистатика для одежды, то его легко можно заменить обычным кондиционером для волос. Для этого нужно взять 1 литр воды и добавить в воду 1 столовую ложку кондиционера. И все хорошо перемешать. Затем необходимо вещь хорошенько прополоскать в этом растворе, либо раствор перелить в бутылку с пульверизатором и вещь хорошо опрыскать. И последний совет — это крахмальная вода.
Такая крахмальная вода очень быстро спасает руки после огорода. Если они у вас обветрились, появились мелкие трещинки, то обязательно сделайте такую маску для рук. Делается все очень просто. Нужно взять 1 стакан теплой воды и добавить в этот стакан 1 чайную ложку крахмала. Все хорошо перемешать, затем этот стакан воды перелить в такую вот как чашу и добавить в него еще 500 мл воды. Опускаете руки в этот раствор, в крахмальную воду, ровно на 15 минут. Вода обязательно должна быть теплой. Через 15 минут руки промокаем полотенцем и наносим на руки жирно-питательный крем. Крему даем полностью высохнуть. Руки становятся мягкие, бархатные, заживляет трещинки, проходит обветривание, поэтому попробуйте, способ хороший. Совет номер 1. Если у вас вдруг дома не оказалось железной губки для посуды, то можно воспользоваться фольгой. Просто сворачиваем ее в такой вот небольшой подобный шарик, и можно будет чистить любую посуду. Если не знали о таком способе, то берите на заметку. Следующий совет. Также при варке яйца не лопнут и не растекутся, если их предварительно обернуть пищевой фольгой. Просто взяли небольшой кусочек фольги, так вот обернули плотненько яйцо и все. Если не знали о таком способе, то берите на заметку. Следующий совет. Также с помощью фольги можно продлить и срок годности банана. Банановая кожура – это уже упаковка, но вместе среза она нарушена. Исправить ситуацию поможет пищевая фольга. Просто оборачиваем ею хвостик, и это поможет продлить срок годности банана гораздо дольше. Если не пробовали, то попробуйте такой способ. Следующий совет. Если у вас вдруг под рукой не оказалось формочек для кексов, то ситуацию поможет исправить обычная пищевая фольга. Просто берете небольшой кусочек фольги, складываете ее в несколько слоев, затем берем стакан и вот таким вот образом об стакан обворачиваем, делаем формочку. Все делается легко и быстро. Если не знали о таком способе, то берите на заметку. Следующий совет. Также фольга отлично помогает и при больных суставах. Если у вас, допустим, болят колени, то необходимо фольгу приложить к больному месту, сверху укутать шарфом и так оставить на ночь. Утром будет заметное облегчение. Следующий совет. В фольге также можно хранить и лимоны, либо колбасу, сыр, имбирь. Эти продукты также можно хранить и в морозильной камере. Они долго не портятся и не плесневеют. Фольга не пропускает запахи и не накапливает влагу. Просто так же взяли, так вот обвернули. И все, и вот таким образом храним, в моем случае это лимон. Если не пробовали такой способ, то берите на заметку. Следующий совет. Если вы случайно ударили палец на руке или ноге, например, то срочно оберните больное место фольгой, отек будет значительно меньше, и болевой синдром быстрее пройдет. Следующий совет. Если вам вдруг необходимо очень быстро заточить ножницы, то нужно фольгу сложить где-то в слоев 6-7, затем несколько раз пройтись ножницами по фольге. Просто сложили и начинаем вот так вот резать. После этого ножницы будут значительно острее. Также еще знаю, что точить можно и об иголку. Следующий совет. Если ваши батареи греют слабо, то для усиления теплоотдачи можно пропустить фольгу между батареей и стеной. И тогда батареи будут греть не стену, а вас. Если не знали о таком простом совете, то попробуйте. Он хорошо работает, я уже не единожды его пробовал. И последний совет. Фольгу также можно использовать и при глажке. Если положить слой фольги на гладильную доску и сверху накрыть плотной тканью, то процесс глажки будет намного проще. Утюг будет скользить по поверхности и можно будет сэкономить на электричестве, так как фольга усиливает жар, при этом обеспечивая равномерный нагрев вещи снизу. И на этом у меня все. Вот такими полезными советами и хитростями применения пищевой фольги в быту я хотел сегодня с вами поделиться. Надеюсь, что информация оказалась для вас полезной и вы возьмете что-нибудь на заметку. Всем пока!